Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня у меня для вас будет быстрое сравнение двух объективов-блинчиков от Canon. Это EFS 24 мм f2.8 и EFM 22 мм f2. У них плюс-минус одинаковые габариты, плюс-минус такое же назначение, похожие фокусные. 24 мм при круп-факторе 1.6 это получается 38 мм, ближе к 40 скорее, чем к 35. А 22 мм это как раз получается ровно 35. Все равно это довольно близко, один просто чуть поуже. Они, конечно, изначально под разные байонеты, 24 мм под EFS, это под кропнутые зеркалки, а 22 мм под EFM, это беззеркальная система Canon, но никто не мешает тебе EFS оптику ставить через переходник на беззеркалку и использовать ее там абсолютно без проблем. Так что недавно на канале у меня были достаточно подробные обзоры про оба эти объектива, если интересует то, как они там прям сделаны, как они там фокусируются и прочее, прям более детально про каждый из них по отдельности, то я отсылаю к этим обзорам, но здесь я буду сравнивать конкретно то, как они в определенных ситуациях оба себя ведут. 22 мм f2 появился сразу же на старте системы EFM в 2012 году, и у него, конечно, может быть и незамысловатая, но вполне себе эффективная схема из 7 элементов. 24 мм появился чуть позже, в 2014 году. Он предназначается для кропнутых зеркалок с EFS байонетом от Canon. И у него, в принципе, схема еще даже проще, там всего лишь 6 элементов, и вообще схема там больше похожа отчасти на ту, которая используется в полнокадровом 40 мм f2.8 блине. Если вы смотрели на них обзоры, то прекрасно понимаете, что оба объектива в принципе с открытой выдают очень хорошую, резкую, детализированную картинку без особых каких-то дефектов. Пика резкости они достигают, конечно, с прикрытием до f4 и вплоть до дифракционного предела где-то примерно на f11, там вообще просто практически безупречная картинка, что на том, что на другом. Сейчас я покажу два примера на f5.6 снятых, 24 мм. Очень резкий, мельчайшие детали хорошо прорисованы, микроконтраст на высоте, то есть вообще полный порядок. 22 мм тоже очень хорош, но он чуть-чуть менее резок. Фокусировался я в обоих случаях в область балкончиков, если что. Оба объектива справились просто отлично. Но если что, у 24 мм просто в целом микроконтраст немного повыше. И это не значит, что он прямо сильно резче, чем 22 мм. 20 мм просто чуть менее контрастный по умолчанию, но опять же на постобработке тебе ничто не мешает контрастов в средних тонах накинуть там какого-нибудь, и у тебя просто будет достигнута такая же детализация абсолютно. Также оба объектива способны фокусироваться с очень близкого расстояния, 22 мм с 15 см, 24 мм с 16 см. При этом, конечно, у 22 мм светосила несколько выше, f2 ощутимо отличается от f2.8, даже на таких достаточно широких углах. Поэтому я для чистоты эксперимента прикрывал здесь сейчас в примере до f2.8. Пара примеров съемки вблизи. Оба объектива дают хорошую резкость, и у обоих достаточно приятное размытие. Тут полнейший паритет, разве что у 24 мм заметна такая легкая подкруточка в боке. А теперь взглянем, как у наших блинчиков обстоят дела с хроматическими аберрациями. Для начала я покажу парочку примеров на f2.8. Середина у 22 мм абсолютно чистая, наблюдаются дефекты только у самых краев. Заметная виньетка при этом есть, фиолетовая кайма на ветке сверху, немного цианового какого-то свечения такого у веточек правее. 24 мм на открытой диафрагме тоже центр в полном порядке, и хромота тоже присутствует как фиолетовая, так и циановая. Кажется, что каемки чуть тоньше, конечно, хотя и там они незначительные. А теперь я прикрыл диафрагму до f5.6. Ситуация становится сильно лучше, хотя у 24 мм не исчезает прям совсем хромота, но она лишь в самом краю кадра и слабо выражена. Естественно, если включить коррекцию в конвертере, просто профиль объектива применив, какие-либо косяки исчезают полностью. Такая же история с 22 мм на f5.6, все и так почти что в полном порядке, а если включить коррекцию, то и вовсе безупречная картинка. И по итогу я хочу сказать, что оба объектива очень хорошие. Они легкие, компактные и очень резкие. 22 мм f2, конечно, фокусируется на 1 см поближе, у него светосила чуть повыше, там у него f2, а не f2.8.
Но, в принципе, я бы такие отличия, ну, не назвал прям сильно критичными. 24 мм имеет, скорее, как сказать, более ровную, что ли, по качеству картинку на разных показателях диафрагмы по всему полю кадра. Ну и, пожалуй, у него, да, повыше чутка микроконтраст, за счет чего кажется, что картинка с него несколько резче. Но, в принципе, разница здесь, опять же, не колоссальная какая-то. Никаких сверхъестественных отличий между ними таких уж прям нет. Но я, конечно, оставил себе все-таки родной объектив 22 мм f2 на своем EOS M6, потому что, ну, во-первых, он с тушкой смотрится компактнее, то есть тебе не нужно прокладку себе устраивать еще в виде переходника, потому что там, конечно, тоже блинчик, но когда ты ставишь его через переходник, конструкция уже получается довольно громоздкая. Ну и угол здесь немного пошире, что меня больше радует, потому что, ну, 38 мм тоже нормально, но мне как-то 35 поприятнее. Я вообще, честно говоря, был бы рад, если бы был какой-то компактный объектив на такой кроп с 28 мм. Ну, хотя, если мы в отрыве от моей ситуации будем рассматривать вот эти варианты, то понятно, что если у тебя кропнутая зеркальная камера от Canon в системе EFS, то тут, бля, как бы 24 мм в 2.8 это, ну, просто бескомпромиссный вариант, то есть ты его должен иметь, наверное, просто по умолчанию, потому что это очень хороший объектив за очень маленькие деньги. Я так смотрел сейчас на вторичке, его что-то там меньше, чем за 10 тысяч можно купить. Вещь реально классная. Ну, я надеюсь, что вам было интересно увидеть мое вот это сравнение объективов, потому что, ну, они у меня одновременно оба оказались. Почему бы, собственно, не сделать сравнительных каких-то картинок и не показать моим зрителям. Чтобы не пропустить новое видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всем хороших снимков. Пока.